Тэгэхээр одоо үзэгчдийн тал нь Орос байна гэсэн үг. Араас. Тоглосон шүү. В этом году нас пригласили в Монголию участвовать в соревнованиях по дрифту, и мы решили ехать. Мы рассчитывали, что дорога займет у нас сутки, но были сложности на границе, и в итоге мы приехали на трек только в день квалификации с утра. Мы разгрузились и начали готовиться к первому выезду на трассу, посмотреть ее конфигурацию и как ведет себя автомобиль после зимнего перерыва. Большой интерес вызвала наша машина, потому что она была подготовлена под регламент РДС, было произведено облегчение кузова, перенесен радиатор в багажник, был изготовлен каркас безопасности по приложению, ну и также установлены пластиковые окна. Под капотом у нас первый GZ на 30-м Гаррете, коробка от 32-го ГТР с трехдисковой керамикой. Перед Монголией мы поменяли переднюю подвеску, нас не устроил выворот, который был у нас в Красноярске. И поставили более длинную пару, чтобы было более комфортно ехать на такой медленной площадке. После первого тестового проезда стало ясно, что машина сверхдержаковая для такой медленной трассы, ну и очень некомфортно ехать. Очень было много коррекций и много зацепов. Мероприятие, на которое мы приехали, называлось VIP Автошоу. Организаторы собрали в одном месте автоклубы, картинг и мотоциклы. А посмотреть на это пришло очень много зрителей, что показывает огромный интерес к автокультуре у монголов. Автомобили монгольских пилотов в основном были на стоке. В отличие от нас, после соревнований они спокойно садились в свои машины и уезжали по домам. Парад начался с выступления мотоклубов, картинга и затем выехали дрифтеры. Ask if it is just a dream.
Во время квалификации стал понятен уровень местных пилотов. Конечно, многие ехали нестабильно, совершали ошибки, но остальные выдавали очень качественные проезды на высоком уровне. И я понял, что легко пройти их у меня не получится. Из-за большого количества участников, а их было около 40, у меня было всего 2 квалификационные попытки, которыми я был не очень доволен, так как из-за недостатка тренировок не успел полностью вкатиться, делал это уже по ходу квалификации. Тем не менее, я получил 84 балла и занял 5-е место. В топ-32 я заехал с 100-й крестой. Так как мой оппонент был не очень стабилен, моей задачей была проехать чисто, без ошибок. В итоге его развернуло, и я без труда прошел дальше. В топ-16 меня ждала желтая Сильвия пятнашка. Заезды были равными, поэтому был назначен One More Time, в котором в последней дуге он допустил со мной столкновение и его развернуло, и в результате чего победа ушла мне. В топ-8 моим соперником был бирюзовый 100-й Чайзер. После постановки он выехал за пределы трассы и наехал на покрышку, которая отскочила мне под колеса, вследствие чего меня выдернуло. Но благодаря моей резине Goodride я быстро его догнал и прошел дальше. В топ-4 я встретился с моим другом Окой, мы с ним знакомы не первый год. Он очень стабильный пилот, регулярно занимающий призовые места, и поэтому я хотел показать красивый парный дрифт. На старте я от него отстал, поставился чуть позже, и мы близко проехали первую дугу. Но по какой-то причине затычки его развернуло. Во втором заезде, именно в том же месте, у него сломался кардан. Я немного расстроился, потому что не смог с ним проехать, но это технический вид спорта и такое случается.
На протяжении всех соревнований монголы были очень доброжелательные, отзывчивые, помогали мне в техпарке, помогали с переводом на брифинге и советами. Не стал исключением и этот раз, когда перед финальным заездом у меня закончилась резина. Монгольский пилот Бельгии бескорыстно предоставил свои колеса, за что ему огромное спасибо. Мы быстро переобулись, я выехал на старт. По ходу заезда стало понятно, что зацеп у этой резины намного хуже, чем у моей. Мой темп снизился, и вследствие чего я проиграл. Я уже участвовал в соревнованиях в Монголии 2 года назад. Не могу с уверенностью сказать, что уровень организации значительно вырос. Выросло количество участников, вырос скилл пилотов и их понимание, как надо правильно ездить. Приятно осознавать, что монгольский дрифт еще не включился в гонку вооружений, как у нас в России на примере RDS GP, и тебе не нужно строить 600-сильный автомобиль, чтобы быть конкурентоспособным. Достаточно иметь немного финансов, площадку, желание, чтобы получать удовольствие от дрифта. Хочется выразить огромную благодарность организаторам за приглашение на такие крутые соревнования и полученный нами бесценный опыт, а также своему другу и механику Игорю Китаеву и команде SP Service. Без вашей помощи ничего бы этого не было.